Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Сегодня Отечественному военно-морскому флоту исполняется 325 лет. В ознаменование этой даты в морской столице России пройдет 5-й главный военно-морской парад. По устоявшейся традиции в параде примут участие моряки Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Общее количество личного состава, принимающего участие в параде, более 15 тысяч человек. В параде принимают участие более 200 кораблей различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц другой боевой техники. Символизируя связь времен и поколений, в акватории Невы к юго-западу от Петропавловской крепости строй кораблей военно-морского флота сопровождают парусные суда Петербургского яхт-клуба: Бриг «Триумф», Куттер «Лукул», шхуны «Леди Эл», «Надежда» и «Юный Балтиец». Подобно деревянным парусникам, весельным ботам и галерам Петровской эпохи, вдоль исторических набережных, дворцов и скверов пройдут современные стальные катера, корветы и фрегаты. Свою красоту и мощь представят дизель-электрические и атомные подводные лодки. В небе над морской столицей нашей страны пролетят парадные звенья морской авиации. Вся история российского флота – это летопись героических свершений, история беззаветной стойкости и мужества, высокой боевой готовности и воинского мастерства российских моряков, крупные географические открытия, выдающиеся достижения отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд ученых, конструкторов, инженеров и кораблестроителей. Началом этих свершений по праву считается первая морская победа молодого российского флота над шведским у мыса Гангут. Эта победа стала моральным прорывом российского флота, его первым боевым крещением, когда он обнаружил способность противостоять флоту мощной морской державы. С тех пор прошло свыше 300 лет, и все эти годы моряки были и остаются гордостью народа, цветом его вооруженных сил. На флоте была воспитана целая плеяда талантливых флотоводцев и военачальников, среди которых адмиралы Спиридов, Ушаков, Синявин, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Макаров, Эссен, Кузнецов, Горшков. В годы Великой Отечественной войны военно-морской флот участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях. Моряками уничтожено более 2500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка 10 миллионов человек и более 100 миллионов тонн грузов. С послевоенного времени и до наших дней флот продолжает выполнять задачи военно-морского присутствия в Мировом океане, освоение арктической зоны, испытание новой техники и вооружений. Так, в декабре 2020 года впервые в практике подготовки подводных сил Тихоокеанского флота атомным подводным крейсером проекта «Борей» был успешно выполнен пуск 4 баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря. Все блоки ракет поразили учебные цели. Значимым событием 2021 учебного года стало проведение комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» на архипелаге земля Франца Иосифа, в ходе которой были проведены тактические учения атомных подводных лодок, морской авиации и береговых войск. В рамках учений впервые было выполнено одновременное всплытие 3 подводных лодок в ограниченном приполярном районе. Проведены практические стрельбы боевыми торпедами
для образования искусственной полыньи в многометровом льду. Современный военно-морской флот России представляет собой сбалансированный вид вооруженных сил. Он может действовать в 4 средах одновременно. В его составе надводные и подводные силы, морская авиация, морская пехота и береговые войска. Новые технологии отечественного кораблестроения, новые физические принципы, на которых разрабатываются современные образцы вооружения и военной техники, новые подходы в тактике и стратегии военно-морского флота в сочетании с высоким профессионализмом, самоотверженностью и преданностью родине наших моряков говорят об одном: Россия надежно защищена с морских и океанских направлений. Говорит и показывает Санкт-Петербург. Сегодня, в соответствии с решением президента Российской Федерации, состоится 5-й в новейшей истории России главный военно-морской парад. В настоящее время главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов прибыл на комендантскую пристань Петропавловской крепости, где в режиме видеоконференц-связи примет доклады командующих флотами о готовности сил и войск военно-морского флота к проведению главного военно-морского парада. На прямой связи Североморск, главная база ордена Ушакова Краснознаменного Северного флота. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, Северный флот к проведению главного военно-морского парада готов. Командующий Северным флотом адмирал Моисеев. Доклад принял. На экранах прямая трансляция из Балтийска, главной базы дважды краснознаменного Балтийского флота. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, Балтийский флот к проведению главного военно-морского парада готов. Командующий Балтийским флотом адмирал Носатов. Доклад принял. На связи с Санкт-Петербургом, овеянный славой легендарный Севастополь, главная база краснознаменного Черноморского флота. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, Черноморский флот к проведению главного военно-морского парада готов. Командующий Черноморским флотом адмирал Осипов. Доклад принял. Наши видеокамеры расположены в городе Каспийске, главной базе прославленной краснознаменной Каспийской флотилии. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, Каспийская флотилия к проведению главного военно-морского парада готова. Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Пешков. Доклад принял. Продолжает трансляцию военно-морская база Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. На связи Тартус. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, оперативное командование в дальней оперативной зоне к проведению главного военно-морского парада готово. Командир оперативного командования капитан первого ранга Добрынин. Доклад принял.
Главнокомандующий военно-морским флотом направляется для доклада о готовности военно-морского флота к проведению главного военно-морского парада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации. Товарищ Верховный Главнокомандующий, военно-морской флот для проведения главного военно-морского парада готов. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Евменов. Во знаменовании Дня военно-морского флота России главный военно-морской парад. Залп салютной батареи Петропавловской крепости дает сигнал к началу празднования Дня военно-морского флота России. Катер с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации, министром обороны Российской Федерации и главнокомандующим военно-морским флотом начал движение к парадному строю кораблей, находящихся на рейде Петропавловской крепости. Традиция проведения морских парадов имеет более чем трехвековую историю. Своими корнями она уходит к деятельности Петра I. Первым настоящим парадом с прохождением боевых кораблей по Неве считается парад, проведенный 9 сентября 1714 года в честь победы русских моряков при Гангуте. В 1723 году, во вторую годовщину Ништадтского мира, по решению императора была введена новая традиция – церемония объезда выстроенных на Кронштадтском рейде в линию парада кораблей командующим флотом и встреча его командиром парада на флагманском корабле. Первый объезд был проведен Петром I с использованием ботика – дедушки русского флота. Возрожденной традиции проведения главного военно-морского парада сегодня исполняется 5 лет.
Парадный строй кораблей на Неве третий год подряд возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», воссозданный по сохранившимся чертежам и моделям XVIII века. «Полтава» была первым линейным кораблем, построенным в 1712 году на стапеле Петербургского адмиралтейства. Корабль прослужил в составе Балтийского флота более 20 лет. За это время он принял участие в 6 морских кампаниях Северной войны. Сегодня линейный корабль «Полтава» по праву занял место во главе парадного строя как символ преемственности поколений, мужества и героизма российских моряков, символ сохранения морских традиций страны. Катер президента приближается к современному малому ракетному кораблю проекта «Буян-М» «Град Свияжск» из состава Каспийской флотилии. Командует кораблем капитан второго ранга Кирилл Александров. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! 7 октября 2015 года Град Свияжск осуществил первое боевое применение крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам террористов в Сирии. В парадном строю большой десантный корабль «Оленегорский горняк» под командованием капитана второго ранга Максима Рыхлова. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! Корабли этого проекта в настоящее время являются основой российского десантного флота. Они предназначены для высадки морских десантов с боевой техникой на любые участки побережья. Кроме того, могут использоваться для транспортировки войск, грузов и постановки минных заграждений. Катер президента Российской Федерации направляется к корвету «Стойкий». Командир корабля – капитан третьего ранга Артур Гарибян. Корвет «Стойкий» относится к классу многоцелевых кораблей ближней морской зоны. На борту корабля комплексы управляемого ракетного оружия «Уран» и «Редут», многофункциональное артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! Катер президента Российской Федерации приближается к фрегату адмирал флота Касатонов. Командует кораблем капитан второго ранга Алексей Рибаштан. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота!
Завершает парадный строй кораблей новейшая большая дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт». Командует кораблем капитан второго ранга Максим Поливанов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! Подводная лодка «Кронштадт» может погружаться на глубину до 300 метров, развивать высокую скорость в подводном положении. По совокупности технических характеристик корабль относится к 4-му поколению неатомных субмарин. Президент Российской Федерации завершил обход кораблей, стоящих на рейде Невы, и направляется к Адмиралтейской набережной. На наших экранах город воинской славы Кронштадт. Впервые в параде принимает участие атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир». Командир корабля – капитан первого ранга Александр Манин. «Князь Владимир» принят в состав военно-морского флота в 2020 году. На вооружении крейсера 16 баллистических ракет «Булава» с разделяющимися ядерными боевыми блоками индивидуального наведения. В 2021 году «Князь Владимир» успешно выполнил задачи боевой службы. В марте участвовал в совместном всплытии 3 подводных лодок из-под льда в ходе комплексной арктической экспедиции. На рейде Кронштадта атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта «Антей». Командует кораблем капитан первого ранга Андрей Соколов. На вооружении атомного подводного крейсера находятся 24 противокорабельные крылатые ракеты «Гранит», не имеющие аналогов в своем классе. При залповом пуске, используя заложенную в комплекс систему искусственного интеллекта, возможно осуществлять целераспределение между ракетами, исходя из важности цели, определять траекторию для каждой ракеты в залпе. Катер президента Российской Федерации швартуется у Адмиралтейской набережной.
под государственный флаг Российской Федерации, военно-морской флаг Российской Федерации. Смирно! Для встречи слева на кра. Перед строем парадных расчетов знаменные группы проносят государственный флаг Российской Федерации и военно-морской флаг Российской Федерации. По традиции, во знаменование заслуг российских моряков при защите национальных интересов Отечества на башне Адмиралтейства поднимается символ главного военно-морского парада – кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля «Азов». 8 октября 1827 года линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Лазарева в ходе Новоринского сражения одержал блистательную победу над 5 кораблями противника. Указом государя-императора Николая I впервые в истории российского флота линейному кораблю «Азов» был пожалован кормовой Георгиевский флаг. Вольно! Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Товарищи матросы и старшины, мичмены, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше. Ковались его слава и величие. Мы любим и чтим наш военно-морской флот. По праву гордимся его выдающейся героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов. Всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества. Совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира. Поражают, вызывают восхищение и гордость масштаб, многогранность стратегических задач, которые всегда решал наш военный флот. В октябре ему исполнится уже 325 лет. Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного Петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно. Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника
и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана. И вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества. Служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных. Всем известны умелые матросы и грамотные командиры, которые служат на наших флотах. На Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской флотилии. В том числе они составляют экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, которые пройдут сегодня в кильваторном гордом парадном строю. Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских летчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту, слава Андреевского стяга никогда не померкнет. Напомню о заветах Петра I, которые он подробно отразил в уставе морском. Ни перед кем не спускать флаг. Флаг корабля. Не отступать и не сдавать корабль врагу. С праздником вас! Да здравствует российский военно-морской флот! Ура! Надводные корабли военно-морского флота уже вошли в Неву. Через несколько минут они пройдут парадным строем перед Адмиралтейской набережной. Отличие российского главного военно-морского парада от парадов кораблей, проводимых за рубежом, заключается в том, что наши корабли не стоят на месте, выстроившись в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами. Это требует высокого профессионализма командиров и скоординированности экипажей при выполнении маневров всего парадного строя. Имея различные тактико-технические характеристики, невзирая на особенности навигации в черте города, такие как отраженная волна и узкие ворота разведенных мостов, все корабли должны пройти в установленное время, соблюдая расчетную дистанцию и точно в кильваторном строю. Допустимая погрешность не превышает нескольких секунд. Это действительно сложная задача, требующая строгой дисциплины, суровой морской выучки, демонстрирующая высокое мастерство экипажа. Корабли парадного строя отличаются между собой осадкой, скоростью хода, силовыми установками, обеспечивающими движение, а также принципами, на которых это движение осуществляется. В параде принимают участие корабли с газотурбинными установками, дизелями, водометами, а также катера на воздушной каверне.
Начинается морская часть парада. Открывает прохождение парадного строя кораблей в Неве противодиверсионный катер «Нахимовец» с государственным флагом Российской Федерации. На борту корабля юные нахимовцы. Куда бы долг ни направлял нахимовцев, они с честью и достоинством служили и служат отчизне, и всегда с гордостью носят имя прославленного русского флотоводца Павла Степановича Нахимова. Флаг Министерства обороны Российской Федерации несет противодиверсионный катер «Юнармеец Беломорье». Катер назван в честь всероссийского патриотического движения, которое возродило лучшие традиции молодежных организаций защитников Отечества. С момента своего создания в 2016 году движение объединило более 870 тысяч детей и подростков со всей России. В парадном строю противодиверсионный катер П-429 с военно-морским флагом Российской Федерации. Белое полотнище с синим косым крестом развивается над палубами российских кораблей с 1712 года. Соединение четырех углов крестом в центре флага в то время символизировало объединение европейских морей России. Сегодня, демонстрируя миру готовность флота России к защите национальных интересов государства, военно-морской флаг Российской Федерации гордо реет над просторами всего Мирового океана. В парадном строю десантные катера на воздушной каверне типа «Серб». Историческую часть парада открывает десантный катер «Алексей Баринов» с ботиком Петра I, дедушкой русского флота. С прогулок под парусом на этом небольшом судне началось увлечение будущего императора корабельным делом и флотскими науками. Впереди будут морские победы России, кругосветные плавания, грандиозные географические открытия, достижения в области кораблестроения и военной науки, создание принципиально нового океанского флота. А начиналось все с этого ботика. На борту десантного катера «Иван Пасько» восстановленное маломерное быстроходное судно времен Великой Отечественной войны полуглиссер НКЛ-27. Катера этого типа, несмотря на малое водоизмещение, стали настоящими речными боевыми кораблями и были единственными кораблями советского ВМФ, принявшими непосредственное участие в уличных боях за Берлин на реке Шпрее. Энтузиасты из общественной организации содействия изучению отечественной военной истории «Эпоха», разыскав отдельные оригинальные элементы глиссера, смогли восстановить точную копию легендарного корабля. В парадном строю патрульные катера типа «Раптор». К трибунам приближается патрульный катер «Юнармеец Балтики» с боевым знаменем прославленной Дунайской военной флотилии. Моряки флотилии совместно с сухопутными войсками 25 июня 1941 года предприняли контрудар, первыми высадив десанты и захватив крупный плацдарм на вражеском берегу Дуная. В год 800-летия Александра Невского над Невой реют знамена подразделений флота, награжденных орденом его имени. В строю патрульный катер П-461 с боевым знаменем 3-го ордена Александра Невского дивизиона бронекатеров 1-й бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии. Дивизион награжден орденом Александра Невского за участие в боях при прорыве обороны немецко-фашистских войск в Венгрии и проявленные при этом доблесть и мужество. На рейде Невы с боевым знаменем 4-го Тульчинского ордена Александра Невского дивизиона бронекатеров 2-й бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии патрульный катер П-462. Орденом Александра Невского дивизион награжден за проявленные доблесть и мужество в боях за освобождение столицы Югославии Белграда.
Экипаж противодиверсионного катера «Валерий Федянин» проносит боевое знамя 305-го гвардейского минометного Радомского ордена Александра Невского полка моряков береговой артиллерии. Полк награжден орденом Александра Невского за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны и освобождении Восточной Пруссии. В парадном строю противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» из состава Каспийской флотилии с боевым знаменем 154-й морской стрелковой бригады. Орденом Александра Невского под номером 1 был награжден командир батальона морской пехоты бригады старший лейтенант Иван Назарович Рубан за отражение атаки фашистского полка, поддержанного танками. В том бою в августе 1942 года в излучине Дона батальон Ивана Рубана уничтожил 7 танков и более 200 вражеских солдат. В кильваторном строю корабли противоминной обороны. Первым идет рейдовый тральщик РТ-57. Командует кораблем старший лейтенант Алексей Фролов, самый молодой командир корабля из участвующих в параде. Опыт Великой Отечественной войны и послевоенных конфликтов показал важность кораблей этого типа. Флоту необходимы мощные и многочисленные минно-тральные силы. Современные тральщики для выполнения противоминных действий оборудованы обнаружителями мин различных конструкций, глубоководными контактными, электромагнитными и акустическими тралами. Для решения задач самообороны и подрыва обнаруженных мин они оснащены артиллерийскими установками и крупнокалиберными пулеметами. В последние десятилетия тральными силами были успешно решены задачи по устранению минной опасности в Обской губе, прибрежной части Карского моря, а также акватории Финского залива и Балтийского моря в ходе строительства газопровода «Северный поток». В парадном строю кораблей противоминной обороны базовый тральщик Павел Хенов. Командует кораблем капитан 3-го ранга Алексей Мащенков. За время службы в составе военно-морского флота корабль прошел более 15 тысяч морских миль. Тральщик назван в честь участника героического Таллинского перехода, командира отделения минеров 1-й бригады траления морского оборонительного района, старшины 1-й статьи Павла Александровича Хенова. 26 августа 1941 года при пожаре на транспорте у острова Гогланд он первым бросился на горящее судно, увлекая за собой своих подчиненных. Невзирая на бомбежку, пожар был быстро ликвидирован. Судно, груз и люди были спасены. В парадном строю морской тральщик нового поколения Александр Обухов, названный в честь участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Александра Афанасьевича Обухова, командира звена бронекатеров Краснознаменного Балтийского флота. Командует кораблем капитан 3-го ранга Сергей Пожидаев. Корабль открыл новую страницу в развитии минно-тральных сил военно-морского флота. Он оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин, которая позволяет безопасно для экипажа искать и уничтожать любые морские мины противника, не входя на минное поле. Буксируемые и автономные подводные аппараты могут обнаруживать и дистанционно ликвидировать мины как в толще воды, так и на дне. Это самый большой в мире корабль в уникальном корпусе из монолитного стеклопластика.
фарватер Невы выходит корабельно-ударная группа ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Возглавляет строй ракетный катер «Димитровград» из состава гвардейского дивизиона ракетных катеров Балтийского флота. Командует кораблем капитан-лейтенант Марат Ханипов. Ракетные катера проекта «Молния» предназначены для уничтожения надводных целей и десантных отрядов, усиления противовоздушной обороны групп кораблей от низколетящих средств нападения, прикрытие этих групп от атак легких сил противника. Они оснащены противокорабельным комплексом «Москит», являющимся на сегодняшний день одним из самых мощных в мире. Вдоль Адмиралтейской набережной проходит новейший серийный малый ракетный корабль «Одинцово». Командир корабля – капитан второго ранга Сергей Борисенко. Ракетные корабли проекта «Каракурт» по своим конструктивным и боевым возможностям не имеют аналогов в мире. В зависимости от поставленных боевых задач, один такой корабль может уничтожить крупную надводную или береговую цель. Задачи могут выполняться как в одиночку, так и в составе корабельных ударных групп. Кроме высокоточного ракетного комплекса с проверенными в боевой обстановке крылатыми ракетами «Калибр», эти корабли обладают передовыми комплексами управления противовоздушной обороны, навигации и радиоэлектронной борьбы. В перспективе проект получит и гиперзвуковые ракеты «Циркон», неуловимые для существующих систем противоракетной обороны. В компактном корпусе заключена огромная боевая мощь. Продолжает строй малый ракетный корабль «Зеленый дол», названный в честь одноименного города Республики Татарстан. Командует кораблем капитан второго ранга Сергей Дедусенко. Малый ракетный корабль проекта «Буян-М» представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского флота. Отличительной особенностью этих кораблей является специальное покрытие корпуса и особая конструкция плоскостей его силуэта, что значительно уменьшает вероятность обнаружения корабля в море. Корабль оснащен зенитно-ракетным комплексом, 100-миллиметровой артиллерийской установкой, а также комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр», позволяющими наносить удары крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям. На фарватер Невы выходит группа патрульных катеров проекта «Мангуст» пограничного управления ФСБ России. Эти высокоскоростные патрульные катера способны развивать скорость до 90 км в час. Они предназначены для выполнения задач по защите государственной границы на море, охране внутренних морских вод, территориального моря и природных ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Могут использоваться в борьбе с контрабандой и нелегальными морскими транспортировками. За 7 лет службы экипажами идущих в строю катеров под командованием старших мичманов Альберта Гладышева и Василия Яурова задержано 38 нарушителей режима государственной границы и около 200 нарушителей пограничного режима. Катера неоднократно принимали участие в обеспечении безопасности объектов, подлежащих государственной охране, защите важных общественно-политических и спортивных мероприятий. Экипажи заслужили право участвовать в главном военно-морском параде как лучшие по итогам 2020 года среди экипажей пограничных катеров Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
парадном строю малый противолодочный корабль «Уренгой». Командир – капитан 3-го ранга Константин Кузовлев. Корабль назван в честь города Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. На корабле проходят службы военнослужащие, призванные из этого города и региона. Малые противолодочные корабли предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок противника, охраны водных районов в прибрежной и ближней морской зоне, охранения боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы. Они способны действовать как самостоятельно, так и в составе корабельных поисково-ударных групп, при необходимости развивая скорость хода до 25 узлов. В настоящий момент в небе Балтики формируется парадный строй морской авиации, который через считанные минуты пройдет над Невой. Пилотам воздушных машин, взлетевших с разных аэродромов, необходимо, вне зависимости от технических характеристик, удаленности и погодных условий, выйти в расчетную точку в назначенный срок, чтобы в едином строю пройти над морской столицей России, продемонстрировав высокое летное мастерство и профессионализм. Это действительно сложная, ответственная и очень тонкая работа. На рейде Кронштадта корабельная группа в составе 2 больших десантных кораблей океанской зоны. Главным достоинством и отличием таких кораблей от их зарубежных аналогов является наличие носовой аппарели, что позволяет высадить десант на берег в короткие сроки. Возглавляет группу БДК «Минск» под командованием капитана 2-го ранга Антона Никулина. С мая 2015 года корабль неоднократно выполнял задачи боевой службы в составе оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, где принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Его вооружение представлено 3 артиллерийскими установками различного калибра с высоким темпом огня, системой залповой стрельбы «Град», зенитно-ракетным комплексом, что позволяет ему уничтожать живую силу, подавлять береговую оборону противника и надежно осуществлять противовоздушную самооборону. Продолжает строй большой десантный корабль нового поколения «Петр Моргунов». Им командует капитан 2-го ранга Вячеслав Соловьев. Корабль вошел в состав флота в прошлом году. Он способен обеспечить транспортировку и высадку морского десанта, действуя в дальней и ближней морских зонах. При создании корабля большое внимание уделялось условиям обитания на нем личного состава. Петр Моргунов имеет достаточное для самообороны и поддержки десанта ракетно-артиллерийское вооружение. В ангаре корабля могут быть размещены 2 вертолета. К трибунам приближается корвет «Гремящий». Командир корабля – капитан 2-го ранга Олег Потапов. Корвет унаследовал свое наименование от героических кораблей Советского военно-морского флота. В годы Великой Отечественной войны гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий» сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Северном флоте. Сегодня «Гремящий» — это головной корвет модернизированной серии кораблей, предназначенный для поддержания благоприятного оперативного режима в прилегающих морях, ведения активных боевых действий против морского противника и группировок сухопутных войск, действующих на побережье. На борту корабля ударный комплекс «Калибр» и зенитно-ракетный комплекс «Редут», многофункциональное артиллерийское и минно-торпедное вооружение.
Продолжает парадный строй большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Им командует капитан второго ранга Станислав Рощупкин. Корабли этого проекта предназначены для действия в дальних морских и океанских зонах, как в составе боевых группировок, так и в одиночном плавании. Главный комплекс ракетного противолодочного вооружения, предназначенный для стрельбы ракетоторпедами, дает возможность уничтожить вражескую субмарину на расстоянии до 90 километров. Корабль неоднократно выполнял задачи в составе отряда боевых кораблей Северного флота на трассе Северного морского пути, в том числе с заходом на острова земли Франца Иосифа. Принимал участие в крупных межфлотских учениях под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Евменова. В парадном строю ракетный крейсер типа «Атлант» маршал Устинов. Командует кораблем капитан второго ранга Андрей Кривогузов. Крейсер предназначен для уничтожения целых корабельных соединений, включая надводные и подводные корабли противника, а также средства воздушного нападения. Для нанесения ударов по береговым объектам, сопровождения конвоев и десантных соединений. 7 раз маршал Устинов объявлялся лучшим кораблем Северного флота. Был награжден высшей военной коллективной наградой «Корабельной чашей», отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Сегодня аналогичные крейсера «Москва» и «Варяг», являющиеся флагманами Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвуют в парадах кораблей в Севастополе и Владивостоке. На фарватер выходит пограничный сторожевой корабль «Алмаз». Командир – капитан третьего ранга Андрей Диденко. Основными задачами корабля являются патрулирование российских территориальных вод, защита и охрана морской государственной границы, охрана морских ресурсов, борьба с незаконным выловом рыбы, контрабандой и морской нелегальной транспортировкой грузов и людей. При выполнении задач «Алмазом» пройдено более 72 тысяч морских миль. Задержаны 32 нарушителя государственной границы и 106 нарушителей пограничного режима. Корабль неоднократно признавался лучшим среди корабельного состава пограничного управления Федеральной службы безопасности России. Прохождение тактическая группа больших дизель-электрических подводных лодок, в составе которой собраны представители всех флотов. Подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» под командованием капитана третьего ранга Антона Юсупова и «Волков», командир капитан третьего ранга Игорь Щербаков, представляют Тихоокеанский флот. «Владикавказ» — подводная лодка Северного флота. Командир корабля — капитан второго ранга Артем Бондаренко.
Краснодар представляет Черноморский флот. Командир подводной лодки – капитан второго ранга Станислав Ржицкий. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, наличие новейшего навигационного комплекса, современной автоматизированной информационно-управляющей системы обеспечивает подводным лодкам проекта «Варшавянка» высокую боевую эффективность. Основным вооружением подводных лодок этого проекта являются 6 торпедных аппаратов, используемых для стрельбы торпедами с особо высоким коэффициентом поражения и для пуска крылатых ракет комплекса «Калибр». Подводников всех поколений всегда отличали высокий профессионализм и мужество, любовь и преданность Родине. За годы Великой Отечественной войны подводники совершили более 1200 боевых походов. Итогом их боевой деятельности было потопление более 100 боевых кораблей и 300 транспортов противника общим тоннажем свыше 1 миллиона брутто-регистровых тонн. Свыше 6000 подводников были награждены орденами и медалями. Из них 21 удостоен звания Героя Советского Союза. Идущая в строю подводная лодка «Краснодар» впервые в послевоенный период выполнила боевую стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики. В 21 веке сфера боевых действий все больше и больше перемещается в глубины морей и океанов. А главной силой ВМФ России и военно-морских сил ведущих морских держав по-прежнему являются подводные лодки, оснащенные высокоэффективным оружием, способные действовать во всех районах Мирового океана и обеспечивать решение задач морской деятельности государства. Россия обладает мощным научным и проектно-конструкторским потенциалом, многолетним опытом проектирования, строительства и эксплуатации подводных лодок, квалифицированным личным составом моряков-подводников, что позволяет ей определять направление развития подводного флота в мире. Парадный строй продолжает фрегат военно-морских сил Республики Индия «Табар», что в переводе на русский язык означает «боевой топор». Командир корабля – капитан первого ранга Махеш Манджипуди. Фрегат введен в строй в 2004 году и стал третьим кораблем серии, построенной для ВМС Индии на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге.
Эти фрегаты дальней морской зоны получили усовершенствованное вооружение и улучшенные эксплуатационные характеристики. На фрегате установлен комплекс противокорабельных ракет «Брамс», созданный совместными усилиями российских и индийских разработчиков. Для участия в параде корабль осуществил переход через Индийский и Атлантический океаны, показав хорошие мореходные качества и отличную морскую выучку экипажа. В гостях у Российской Федерации эскадра военно-морских сил Исламской Республики Иран под командованием контр-адмирала Маджтабу Мохаммади. На кронштадтском рейде фрегат «Саханд» командует кораблем капитан второго ранга Масуд Бейги. Фрегат построен на иранской национальной верфи в городе Бендер-Аббасе в 2018 году и является серийным кораблем проекта «Моудж». «Саханд» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Хадер», способными поражать цели на дальности до 200 километров, а также значительным количеством артиллерийских средств и средств противовоздушной обороны. Корабль предназначен для обеспечения безопасности плавания иранских судов и борьбы с пиратством в международных водах в Аденском и Оманском заливах. В рамках парада вместе с фрегатом с дружественным визитом в Российскую Федерацию прибыло судно обеспечения «Макран». Завершает прохождение кораблей на рейде Кронштадта фрегат военно-морских сил Республики Пакистан «Зульфикар». Командует кораблем капитан первого ранга Ахмед Имран Анвар. Свое имя корабль получил по названию легендарного в истории ислама меча, связанного с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. В феврале 2021 года по инициативе пакистанского руководства в Аравийском море впервые в истории двухсторонних отношений состоялись внеблоковые морские учения «Оман-2021» с участием кораблей и морских пехотинцев Российской Федерации. Российский отряд в составе фрегата «Адмирал Григорович» и патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» совместно с кораблями Пакистана отработали задачи укрепления и развития военного сотрудничества в интересах безопасности и стабильности на море. В ходе совместного учения состоялся обмен опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства. К парадным трибунам приближается строй морской авиации. В этом году исполнилось 105 лет морской авиации России. 17 июля 1916 года над водами Балтики 4 русских гидросамолета с авиатранспорта «Орлица» одержали первую победу в воздушном бою с 4 германскими гидросамолетами. С 1996 года 17 июля отмечается День рождения морской авиации России.
воздушная часть парада, которую открывает тактическая группа многоцелевых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ. Ведущий тактической группы — гвардии подполковник Евгений Даутов. В парадном строю морской авиации группа вертолетов, предназначенных для поиска и поражения морских и наземных целей, в составе вертолета радиолокационного дозора К-31 и модернизированных корабельных вертолетов противолодочной авиации К-28. Ведущий тактической группы — подполковник Игорь Некрасов. В небе над городом группа разведывательно-ударных вертолетов палубного базирования. Возглавляет группу новейший ударный вертолет К-52К. Его сопровождают два транспортно-боевых вертолета морской штурмовой авиации К-29ТБ. Ведущий тактической группы — летчик-испытатель Александр Павленко. Над Невой проходят военно-транспортные самолеты Ан-72. Они незаменимы при доставке вооружения и военной техники в труднодоступные районы. Самолеты способны взлетать и садиться на грунтовые, заснеженные и ледовые аэродромы. Возглавляет тактическую группу подполковник Юрий Котловенко. В параде участвует звено гидросамолетов Б-12, доказавших свою надежность. За время эксплуатации этими крылатыми машинами было поставлено 46 мировых рекордов. Ведущий звена — подполковник Владимир Николаев. В небе легенды морской авиации. Модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н «Новелла». Ведущий тактической группы — гвардии майор Денис Кузнецов. Принимают участие самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А4. Имея на борту уникальное оборудование, самолеты используются для подготовки летчиков всех родов морской авиации к решению широкого круга задач. Ведущий тактической группы — майор Михаил Федюкин. Противолодочную авиацию военно-морского флота представляет группа самых больших и скоростных дальних стратегических турбовинтовых противолодочных самолетов Ту-142. Ведущий тактической группы — гвардии подполковник Денис Панов. Продолжает воздушный парад звено сверхманевренных многофункциональных самолетов Су-30СМ поколения 4++. Командует звеном гвардии подполковник Павел Бозов. В небе истребители морской авиации Су-27. Командует звеном опытный летчик подполковник Алевтин Кичумов. В небе палубные истребители Су-33. Командует звеном подполковник Сергей Хамидуллин. В парадном строю морской авиации многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К. Ведущий группы — майор Андрей Хаперский. В небе фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М. Ведущий группы — гвардии майор Дмитрий Лебедев. В парадном строю лучшие в мире всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31. В 2021 году
Пара этих самолетов впервые выполнила полет в Арктике с дозаправкой в воздухе и прошла географическую точку Северного полюса. Ведущий группы майор Александр Подгорный. Завершает парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25. Они расцвечивают небо над Санкт-Петербургом российским триколором. Ведущий группы подполковник Владимир Мордасов. Главный военно-морской парад завершен. Да здравствует военно-морской флот! Надежный страж океанских рубежей Отечества. Торжественному маршу! На одного линейного дистанции! Поротно! На плей! Чё? Равнение направо! Шагом! Марш! Торжественное шествие войск военно-морского флота открывает подразделение роты почетного караула с государственным флагом Российской Федерации и военно-морским флагом Российской Федерации. Прохождение возглавляет сводная рота Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. Во главе строя юных нахимовцев начальник курса, капитан второго ранга запаса Алексей Домрачев. Перед парадными трибунами города будущее военно-морского флота, сводная рота Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Благодаря налаженной профориентационной работе уже несколько лет подряд все выпускники корпуса поступают в военно-морские училища. Возглавляет строй кадетов начальник курса, капитан второго ранга запаса Руслан Лохов. По Сенатской площади чеканят шаг сводные батальоны военного учебно-научного центра военно-морского флота, мощного образовательно-научного комплекса под руководством вице-адмирала Виктора Соколова. Являясь форпостом военной морской науки, Центр готовит высококлассных специалистов, командиров кораблей и соединений. Строй парадных расчетов военно-морской академии возглавляют начальники факультетов, капитан первого ранга Григорий Чернецкий и капитан первого ранга Дмитрий Серебров.
торжественным маршем проходит парадный расчет офицеров морского корпуса Петра Великого. Возглавляет строй капитан первого ранга Александр Моргин. Мимо трибун проходит парадный расчет офицеров Военно-морского политехнического института, история которого насчитывает более 2 веков. Возглавляет строй капитан первого ранга Вячеслав Костенко. В парадном строю курсанты морского корпуса Петра Великого. Парадный расчет возглавляет капитан первого ранга Сергей Слепченко. В строю парадный расчет Военно-морского политехнического института. Во главе строя капитан 3-го ранга Андрей Стрельников. На сегодняшний день это единственное в России высшее военно-морское учебное заведение, готовящее инженерные кадры для военно-морского флота. Продолжает торжественное шествие береговой составляющей главного военно-морского парада парадный расчет учебного центра морской пехоты Военно-морского флота России. Во главе строя подполковник Михаил Цверко. В сухопутной части парада принимает участие сводный отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Возглавляет отряд майор запаса Владимир Кузьмин. В строю участники юнармейского движения, представляющие более 20 образовательных учреждений Петербурга. Недавно большинство юнармейцев прошли учебные сборы на военных кораблях Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. Музыкальное сопровождение парада обеспечивал сводный оркестр военно-морского флота, художественный руководитель и главный дирижер, капитан 2-го ранга Валентин Лященко. Главный военно-морской парад завершен. Да здравствует военно-морской флот, надежный страж океанских рубежей Отечества.